Как думаете, кто перед вами? Человек, чрезвычайно похожий на казаха, губернский чиновник города Шуши. Фотография Мирзы Мамедхасана Бек Вали показывает, что еще 200 лет назад на территории современного азербайджанского Карабаха жили тюрки, внешне неотличимые от казахов. Для тех, кто считает азербайджанцев и казахов разными народами, эта фотография должна вести в ступор. Тюркский тураноидный тип был не только у сельджуков XI века, но и у части относительно недавно живших на Кавказе азербайджанцев. Всего лишь 200 лет властвования Российской империи и Советским Союзом вытеснило не только тюркский антропологический компонент среди аристократии Кавказа, но и господствовавший 1500 лет среди кавказцев тюркский язык. До прихода России на Кавказ, проживавшие в регионе 62 этнические группы говорили между собой на тюркском языке. Для тех, кто не понял, поясню, на тюркском языке между собой говорили не только разноязычные грузин и черкес, кабардинец и осетин, но даже представители одной национальности разных диалектов. Господство тюркского языка уничтожил приход в регион языка Российской империи. Впрочем, многим подписчикам уже известны лекции ученых и лингвистов о том, как еще 200 лет назад грузины, осетины, ингуши, армяне, чеченцы знали помимо своего родного и язык межнационального общения, тюркский язык. Сегодня, я вам помимо мнения лингвистов приведу свидетельство властвования тюркского языка на Кавказе одного из самых знаковых поэтов России, Михаила Лермонтова. Уважаемые подписчики, если видеоролик вам понравится, не забудьте подписаться и рекомендовать своим друзьям. Поддержите канал, работа по истории требует кропотливого исследования источников и занимает большую часть свободного времени. Для тех, кто думает, что канал приносит баснословные деньги, автору привожу запись с экрана той информации, которую вам никто не покажет. На последние 6 роликов о Венеции, Штанах, Кумысе, Насанбаеве, Буране, Золотой Орде казахов и об изобретении тюрками утюга автору удалось разбогатеть с каждого ролика от 500 до 1500 тенге. Несмотря на вероломно развязанную Россией войну против Украины, нам необходимо, не останавливаясь, изучать собственную тюркскую историю. Ведь поняв причины экспансии Российской империи сотни лет назад, современная молодежь сможет более верно оценивать и нынешнее состояние дел. Поддержите канал, не пройдите мимо, если вам не безразлична тюркская и казахская история. Михаил Юрьевич Лермонтов, российский поэт, драматург, прозаик из шотландского рода Лермонтов. Многие его произведения, такие как «Кавказский пленник», «Герой нашего времени», были основаны на войнах России против тюркских народов. Лермонтов, как никто иной, знал обстановку на местах. Неоднократно пребывая в ссылках на Кавказе, Михаил описывал быт местного населения. В контексте лингвистической темы нам интересно письмо Лермонтова 1837 года своему другу-этнографу Святославу Раевскому в Санкт-Петербург. «Любезный друг Святослав, я полагаю, что либо мои 2 письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе знаю только из писем бабушки. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии. С тех пор, как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом, изъездил линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шимахе, в Кахете, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами, ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже. Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах, меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог ходить, в месяц меня воды совсем поправили, я никогда не был так здоров, зато веду жизнь примерную, пью вино только, когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, греюсь. Здесь кроме войны службы нету, я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только 2-3 выстрела, зато 2 раза в моих путешествиях отстреливался. Раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес, мирный, разумеется, и чуть не попались в шайки лезгин. Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные, а что здесь истинное наслаждение, так это тюркские бани. Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию, одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом, лазил на снеговую гору Крестовая, на самый верх,
что не совсем легко, оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства, для меня горный воздух – бальзам, хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит, ничего не надо в эту минуту, так сидел бы досмотрел целую жизнь. Начал учиться по-тюркски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим как французский в Европе, да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и прочее, теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург. Увы, не в Царское Село, скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг. Не позабудь меня, и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал. Вечно тебе преданный Михаил Лермонтов. Через 4 года в возрасте 26 лет Михаил Лермонтов будет убит на дуэли Николаем Мартыновым. По основной версии, Лермонтов, стреляя первым, выстрелил вверх, Мартынов же прямо в грудь поэту. В этом письме нас интересуют не столько тюркские бани в Тифлисе, которыми наслаждался Лермонтов, сколько признание русского поэта о том, что он начал изучать тюркский язык, так как он необходим в Азии, как и французский в Европе. Теперь вы знаете, там, куда приходила Россия, везде ассимиляции подвергались не только местные народы и их культура, но в первую очередь русский язык вытеснял из региона международный тюркский язык. Жанармен жүрек толық мұңденді, қоштасу үшін жолыққым келді. Сүйесің бе сен, сүймейсің бәлде, қоштаспас бұрын сұныққым келді. Қысылып жаным езілейін бе, әлде көңілге сезілейін бе, мұңды жанарды қара бұлт қылып, көріспес үшін кезігейін бе, мұңды жанарды қара бұлт қылып, көріспес үшін кезігейін бе. Кыпчакский язык сближал армян. В армянском языке несколько диалектов, есть очень сложные, которые даже ученые не понимают, а кыпчакский язык знали все, и армянам он помогал общаться друг с другом. Один из основных языков Дагестана – кумыкский. Вот он. В Дагестане вообще очень много языков, но кумыкский, во всяком случае, в последние века работал там до засилья русского, был лингва франка Кавказа, то есть тем языком, на котором они общаются, народы, населяющие Кавказ. Көктемгі күнде нұр шашайықшы, көңілден мынау мұңдашайықшы. Бақытты болып қалғымыз келсе, қоштаспайықшы, сырласайықшы. Қысылып жаным